Здравствуйте, друзья. Это Кулкерин. Ну, сейчас, видимо, мне предстоит, ну, развить свою скорость, реакцию, потому что вы сами видели, что на самом деле э, я должен успеть э, э, выбраться отсюда до того, как взорвется динамит. Итак, начинаем. Ну, я попробую сейчас. Ой, я не успел. Ну вот. Бросить динамит, потом надо зажечь его. О! Kaboom! You hear a muffled explosion and the ground shudders for a moment beneath your feet. Ну вот, я с облегчением вздохнул. Ну, могу еще вздохнуть еще раз, на всякий случай. Потому что, на самом деле, друзья, это довольно было сложно все-таки. Ну, давайте посмотрим, что там вообще произошло. Там должен взорваться завал каменный этот. Did you try climbing down the rope? Ну ладно. Climb down the rope. Okay, down we go. Ну все. Ну вот. Ну, 3 прохода. Ну, давайте сходим, например, налево, на западный проход. Вот так. О, там что-то лежит. You are in the featureless underground cavern. The only next appears to be the way you came in. You can also see an old dusty oil lamp. Лампа. Как-то напоминает лампу Аладдина, с помощью которой можно вызвать джинна. Давайте возьмем лампу. А тут что? Look. You are in an underground cavern. There is a chasm over to the right. It appears to be impassable. You can also see a moldy banana. Банан. Ой-ой-ой. Oh, how careless, I fell into the chasm. Now you'll never rescue Hugo. Ну, я понял.
Ой, как это... Может, вот так? Ай-яй-яй-яй, что происходит? Что со мной? Можно же как-то вот так пройти, наверное. По одному шагу делать, что ли? Ай. А если пройти... А если пойти вперед? Хватит, игра. Я уже наслушался этих твоих звуковых эффектов. Вот. Наконец-то. Давайте уберем эти вопросы лишние. Я теперь решил этот вопрос. Как пройти сюда. Но теперь надо возвращаться как-то. Ну, таким же способом. Ай-яй-яй-яй. Так. Ну вот. Наконец-то. Но это все-таки не такое тяжелое препятствие, как мост. Да. Уж я там на этом мосту, когда переходил на другой берег со спичками в инвентаре, то мне пришлось изрядно побарабанить клавишами на клавиатуре своей. Идем дальше, хотя, в принципе, you are in a rocky passage. Каменный проход. Ну, это не так интересно, я думаю. Хотя... О, тут лестница. Наверх. You are in the barren cavern with a ladder leading to some kind of trapdoor. Видимо, это какая-то... ну, дверь в подвал, то есть ведет какое-то подземелье. At the top of the ladder is a trapdoor. Although it doesn't appear to be locked or bolted, despite your best efforts, you are unable to budge it. Все, я понял. Ну, значит, надо как-то использовать эти вещи, лампу и банан. Давайте вызовем джинна, потрем лампу, раб, ламп. Пуф. Вот, я вызвал джинна. Давайте, наверное, дать банан джинну. Oh, thank you, mistress. To show his gratitude, the genie climbs up the ladder and with a mighty shove bursts open the trapdoor for you. Спасибо большое. Вот я в комнате.
You are in the storeroom. There is a sturdy safe over to one side and the open trapdoor from whence you came. А, тут какая-то дыра, что ли. Давайте посмотрим в эту дыру. Может быть... You feel around in the hole with your hand and come into contact with something large and furry. Ouch! It beat you. Там что-то кусается. Давайте посмотрим на сейф. It is a pretty solid looking safe. I don't think there is any way to open it unless you know the combination. Ну, давайте попробуем. Видимо, настало время использовать отвертку. Открыть сейф с помощью отвертки. Open safe with screwdriver. Amazing! Are you sure you haven't done this before? Anyway, the safe is empty apart from one solitary document, which you pick up. At the top of the document is the word will. Написано слово will. Давайте прочитаем. Какая-то воля. Will. You have found the will of great Uncle Horace. The date on it appears to be very recent. Most of it is in legalese and rather fine print. Reading further with the aid of your magnifier, you get to the inheritance. Ну, воля, ну, вроде как это, ну, какой-то документ. Я использовал увеличительное стекло, чтобы прочитать и там мелкие буквы. Shock horror. It appears that great Uncle Horace has left a fortune to Hugo. А, то есть это было его завещание дяди Хораса, великого дяди Хораса. И он оставил наследство Hugo. Давайте зайдем дальше, пойдем, может. You are in the hall of in great Uncle Horace's cottage. Это коттедж дяди Хораса. Тут 4 двери. Давайте зайдем сюда, например. Is the maid. Это тетя. Ну, женщина, которая, видимо, ну, которая встречала Хьюго и Пенелопу в начале игры, видимо. Ну, может быть, это не она, но узнаем скоро. She appears to be looking intently or at something. Intently on something. Sensing your presence, she deftly places whatever she was looking at into the cupboard and turns to face you. Она что-то спрятала в шкаф, как только заметила меня. Madame Penelope, you startled me. I hope you enjoyed your little rest. Tres bien. Now, did I ever tell you the story of when I was, how you say, the can dancer at the Moulin Rouge in my hometown, Paris? No, well, it was like this.
Бла-бла-бла-бла-бла. Что-то рассказывает там. Ну, это, видимо, кухня какая-то. You are in the barrier. Бла-бла-бла-бла-бла. Что-то бормочет там непонятное. Ну, ну, я думаю, что... Давайте попробуем открыть этот шкаф. The maid is in the way. Besides, it's rude to interrupt. Бла-бла-бла-бла-бла. Ну ладно. Что здесь? You are in the room adjoining the barrier. Тут кот какой-то сидит на окне. А может быть, сделать так? Ну, если я не ошибаюсь. Надо использовать это растение все-таки. The cat is starting to look very interested now, but now quite enough to investigate. Давайте дадим этот колокольчик коту, чтобы он поиграл. That definitely has caught the cat's attention. Slowly at first, then more and more excitedly, the cat starts to play with it. Бла-бла-бла-бла-бла. Все так же. Динь-дон. О, колокольчик зазвенел. Oh, excuse me, madam. I hear great Uncle Horace ringing for me. Don't go away, I'll be right back. Да, ну то есть я отвлек таким образом эту женщину на звон колокольчика. Наверное, нужно успеть до тех пор, пока она сейчас в комнате находится, в той. Ну ладно. Так. Catnip. One bell. Ну, дальше, как это я уже... Надо открыть ей шкаф до того, как эта женщина придет, вернется в комнату. Динь-дон. Ой, нет. Стой, Пенелопа. Тихо, тихо, игра. Searching the cupboard, you find what the maid was hiding. It appears to be an old photo album. You pick it up. Ну вот. Я взял альбом, фотоальбом старый такой.
Это то, что эта женщина там пыталась скрыть. Ну, я думаю, что уже можно забирать этот колокольчик. Окей. Ай, надо выйти. А это, кстати, что за дверь такая? Я знаю, да. Да, это иногда раздражает, друзья. О, it's the cook. Я попал в ту же комнату, ну, на кухню этого дома. Ну, в этой гостинице, где Hugo и Пенелопа, они остановились. Я вернулся сюда, и там, где я нашел лук. She seems to be holding a knife which is dripping with blood. She speaks. Что она говорит? Ah, now, Miss Penelope, so you caught me in the act of preparing dinner. I have been cutting up some dead beef, so I have, and you'll be savoring the delights of my Yankee pot roast later tonight. Она приглашает меня на ужин. Ой. Это мадам какая-то сплетница. Любит поговорить что-то. Непонятно что говорит постоянно. Тут, кстати... О, тут есть проход, оказывается. Давайте зайдем сюда, например. It's the great aunt Hester. Тетя Hester. She greets you. My dear Penelope, it's so good to see you. Why, I was just thinking about you. Come over here. Ну все, я иду. Now, won't you join me in a little drinky pool? I must try my special homemade elderberry wine. I guarantee it will knock you off your feet. Would you like a glass? Yes. Good girl. Wait a second, I wanna fix it. Ну, давайте почитаем тут это письмо какое-то. Here you go, bottoms up, as we say. Hester hands you the drink and you grip it down in one. Phoebe, that drink certainly had a kick to it. You hand your glass back to Hester, who takes a swing of her and continues. Ah, that hit the spot. Now, did I ever tell you about the time I worked in a French vineyard as the head wine taster? No? Well, it was like this. Blah, 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 blah. Почему тут... Так, тихо. Давайте прочитаем. You can't. Great aunt Hester will see you. Ой. Да, снова я опоздал, видимо.
Везде надо успевать почему-то. Ускоряться. А я, друзья, не люблю вот... Почему я вышел? Я хотел... Заходи, Пенелопа. She greets you. Иди сюда, Пенелопа. Так. Так. Игра, подожди. Почему там какие-то лишние символы? Надо поближе встать. Да, друзья, это вот... Ну ладно, друзья. На этом, наверное, все уже, потому что тут нужно успеть прочитать это письмо и подойти поближе. И опять успеть надо. Это задание на время опять. Ну, вы уже, наверное, знаете, как я к таким... ну, к такому отношусь. Не люблю, когда игра меня торопит. Но вдруг что-нибудь важное в этом письме. Ну ладно, друзья. До свидания.